Мне от тебя кое-что нужно. Возможно, ты не поймешь этого, возможно, не захочешь этого делать. Но прошу, не повторяй тех же ошибок, что сделал я. Мой отец Говард бросил меня еще до рождения. Потрясение от смерти матери и это письмо, пришедшее после ее похорона, заставили меня слепо двинуться навстречу судьбе. Как хочется, чтобы все это было пустым вымыслом. Мое падение предрешено самой человеческой природой. Меня зовут Филипп. Если нам повезет, то к тому времени, как ты прочтешь это, я буду уже мертв. А если не повезет, то сгинем мы все. Опа. Ребята, всем привет! И мы начинаем проходить новую игру под названием Penumbra: Истоки Зла 1. У меня Steam-версия, игрушка была полностью на английском, установлен русификатор озвучки, игра будет с озвучкой. Игрушка очень старенькая, но, если честно и откровенно говоря, я прохожу ее впервые. Я не слышала, я не знаю, но я ее не проходила. На канале у нас пройдена некролог, и мод недавно выходил, мы прошли мод новый от Сомы. Настройки у нас все на ультрах, но игрушка старенькая, поэтому не ждите ультра какой-то графики и так далее, и так далее. Новая игра, потому что я запускала, проверяла, как, что и как. Так, уровень сложности я беру нормальный. Моя история началась в феврале 2000 года. Ввязываясь в это дело, я не собираюсь совершать ошибок, которые сделал мой отец. Говард исчез из жизни матери еще до моего рождения. Письмо отца пришло спустя несколько дней после ее похорон. Так я впервые услышал о нем. Жаль, что он был мертв. Писать послание с того света, видимо, наша семейная черта. В письме был ключ, несколько поручений и мольбы о прощении. Рассудив, что мое прощение ему было уже ни к чему, я стал думать о событиях, которых отец необъяснимо ждал со дня на день. Явно не расположенный к объяснениям, Говард ссылался на банк в Мейфере, о котором я никогда не слышал. В банке была арендована ячейка на его имя, а получателем значился я. Конечно, я туда отправился, как он и предполагал. Там я выяснил, что, несмотря на письмо, он официально считался мертвым почти 30 лет. Так что и старая книга, и стопка найденных мною записей по закону давно принадлежали мне. В письме отец требовал сжечь эти бумаги и не пытаться ничего выяснить. Но он допустил роковую ошибку. Ни один человек не в силах избежать силков любопытства, а я всего лишь человек. Университет, где я преподавал, считался колыбелью физиков и лингвистов с мировым именем. Я представлял физиков, поэтому обратился к знакомому языковеду за консультацией. Расшифровать книгу оказалось невозможно. Зато в записях упоминалось место в безлюдной части Северной Гренландии. Через год я сел на последний авиарейс в своей жизни. Глядя, как вместе с аэропортом исчезает за бортом цивилизация, я думал об отце, который вот так же исчез почти 30 лет назад, едва ли не в тот же день. И о том, что оставлял позади я. Мы сели на полоску льда шириной всего в несколько метров. Через несколько минут нанятый мною катер отправился туда, где меня ждало свидание с прошлым. Интересное начало. Ух, какая картинка. Да, картинка, кстати, по сравнению с некрологом. Прям совсем. Ну, некролог у нас на Пенумбре. Но это, по-моему, один же разработчик. Механика та же. Угу, открывание всяких. Дорогой Эрик, сижу и пишу тебе короткую весточку, успеть бы отдать, пока ты вновь не поставишь парус и не покинешь меня. Я ставлю тебе то малое, что сохранит память обо мне. Здесь, в сундуке, возле твоей кровати, не понимая, почему вы не заведете другую
и уедитесь на ней посменно, ничуть не высыпаясь. Ну что жена рыбака может знать о жизни в море? Каждую ночь я молюсь за твой богатый улов, чтобы ты поскорее вернулся домой в целости и сохранности. Прошу, не исчезай на 5 недель, как в прошлый раз. Я знаю, что иногда бываю злюкой, но ты ведь и знаешь, я тебя люблю. Я выстирала твои пожитки. Верю, ты скоро снова заляпаешь их остатками рыбьей требухи. Но мне все равно. Приятно знать, что они побывали в стирке. Опечатка. Приятно. Пока не забыла. В поселке Хенриксоны просили. Хенриксоны. Предупредить. Если ты вернешься с уловом форели, но я ответил, что сейчас для нее не сезон. Если ты ее наловишь, никому ничего не говори. Приморозь ее на льду, а я приготовлю что-нибудь особенное. И мы отпразднуем твое возвращение домой ко мне. Капитан корабля порой заслуживает особой заботы. Помни об этом. Любимый, береги себя. Клевая записка. Как выйти-то? Escape? О, список дел. Заметки. Да, здесь мы будем находить, в общем-то, то же самое. Я, честно, думала пустить стрим на эту игру, но как-то у меня там Ведьмак. Я решила, что я сделала летсплея. Так, а здесь этот замочек. Чё, нет? Идя в поход, возьми с собой замок. Ну и ключ. Конечно, мы где-то в инвентаре. Ага. Тап. Я нажал тап. А как им воспользоваться? Ну давайте так. Здесь как-то особо настроек-то больше нету. Так, может пригодится, если батарейки сядут. Положу-ка в инвентарь. Если что, достану оттуда или нажму клавишу G. Ой, прям спасибо. Это что, батареечки? Да. А вот и батарейки для моего фонарика. А где у меня фонарик-то? А фонарик? А фонарика-то у меня и нет. Батарейки есть, фонарики. Фонарика-то и нет. Ага. А вот фонарик. Включить или выключить фонарик можно в инвентаре Tab, либо нажать клавишу F. В общем, G это та штука, F это у нас фонарик. И батарейки нам надо искать, да? Как выйти? Дверь ведет на палубу, но мерзнуть без надобности желания нет. Хорошо. А что делать? Куртку не одеть. У хорошего ученого всегда есть чем и на чем писать. Так, на всякий случай. Это блокнот? Уверен, эта карта устарела лет на 10. Но в Гренландии мало что меняется, так что я знаю, куда идти. Мы еще куда-то попремся, да? Ага, физика. Пахнет крепко. Хорошо, что я скоро отсюда уйду. Похоже, они едят и спят и вообще много чего еще делают в этой каюте неделями. Ой, блин. Плакаты с плейбоя. Плейбой? Понятно, что некоторые вещи не меняются даже так далеко от дома. Там не видно, слава богу. Рыба. Деревянный столик, я могу выдвинуть его ящик. Ну, что? Как выйти-то? Мерзнуть пока желания нет. Фонарик, батарейки. Чего вы хотите-то от меня? Иногда полезно раскрыть блокнот и вспомнить о делах или перечитать полезные сведения. Ага. Заметки. Полезные сведения П. Ни хрена нет. Список дел.
Список дел у меня 0. Туман с тех пор, как вышли из порта. Ни одного ориентира не видно. Как они узнают, куда плыть, не понимаю. Будь я один, давно затерялся бы в море. Не стоит об этом думать. Хорошо, как выйти-то отсюда теперь? Где-то там впереди должна быть земля и ответы. Да, игра у нас из серии... О! Только сойдя на берег в холодные объятия надвигающегося бурана, я понял, как одержимый и всецело посвятил свою жизнь поискам отца. Что ждет меня в этой угрюмой земле? Не представляю. Вскоре тайные опасения подтвердились. Я заблудился, не знаю, что покинуло меня раньше. Чувство направления или присутствие духа. Но затем стали неметь руки и ноги, а впереди замаячил призрак смерти от переохлаждения. В отчаянии я стал искать укрытие. Ага. Оу. Как холодно, куда я забрел. Надо бы спрятаться от бурана. Хорошо. Бегать. Я уже околел до кончиков пальцев там. Надо спрятаться от бурана, говоришь? Слушайте, это то место. Примерз, наверное, надо разбить лед. Каким образом, блин? Чем я разобью? Надо что-то найти. Я помру такими темпами. Может, я что-то упустила? Ладно, погоди. О, камушком. А ты с камнем не можешь бегать, да? Здесь физика работает так, что можно все разбивать. Но я могу бить этим камнем. Оп, я была права. Давай, крути. Чё не так-то? Ну, крути нормально. Господи, надо немножечко привыкнуть к этой мышке. Играю на клаве и мыши. Я не умею играть на клаве и мыши. Что со мной стало? Боже, моя голова, не могу поверить, что свалился с такой высоты и все еще жив. Хотя это как посмотреть. Черт возьми, что за место. Так. Сейчас я проверю немножечко видно ли на записи. Музыка нагнетающая уже. Опачки. Сигнальный факел. Вроде бы так видно. Я так глянула сейчас. Так, это все двигается у нас. Сигнальный факел. Здесь надо всякие загадочки, пустые ящики из-под боеприпасов. Что же это за место? Хороший вопрос. Я тоже не знаю, Филипп. Ага. Что же это за место? О, молоток. Ну-ка попробую ударить молотком, удерживая клавишу взаимодействия. Можно замахнуться, двинув мышью вправо, а потом ударить с размаха, сместив мышь обратно. Можно и наоборот. А если двигать мышь назад и вперед, ага, получится выпад. Короче, попробуем. Не знаю, получится, не получится. Выбора у меня особо нету. Испорчен. Сигнальный факел. А много дают факелов-то этих? Что, так темно будет? Не открывается. Хорошо, я взяла молоток. На кой? Что мне ломать? Молоток. А, вон проход. А как мне их бы подвигать бы? Нам дано доски, похоже, рассохлись. О, двигай давай, красавчик. Как-то ты странно двигаешь. Так, и теперь, знаете что? Молоток. Берем один.
Нет? Как взаимодействовать? Блин, напугал. Это я мышкой делаю. Короче, это я зажала клавишу и делаю мышкой. Представляете? Механика какая. Знаете что, мне надо немножечко поменять себе управление. Едем дальше. Все такое синее. А тут что? Да в смысле? Это я круг. Так, мне сюда. Меня уж пугает. Нельзя сломать? Короче, механика здесь такая, я же даже не ожидала. И чё тут? Толщина у крышки этого люка что надо, руками не откроешь. Кто-то очень не хотел выпускать туда гостей или выпускать хозяев. А молотком? Можно? Да блин. Нет? Не ломается? Нет? Нельзя? Я бы сломала. Странно. Почему я не могу тебя двинуть? Теперь понятно, почему я не мог открыть дверь. В смысле, блин? Серьезно? Я так чисто. Не пойму, как это работает. Ну ладно. И что мне здесь делать? Деревянная бочка тяжелая даже с виду. Внутри может быть все что угодно. Ты ломаешься? Ломаешься. И зачем? Ничего. Какой-то механизм фабричного производства. В середине есть отверстие, но все равно поди разбери, как оно работает. Туда что-то вставить надо. Ну, я просто попробовала. Это нельзя никак открыть. Как это вскрыть-то? Не? Чё дверь-то не открывается-то? Замочек. Не знаю. Нет. Ну ладно. О. Ай, блин. Надо было убрать. Надо было убрать стальной пруд. Короче. Если я беру молоток, то я, получается, не могу вот взять. То есть я не могу открыть дверь. Это была подстава. Ой. Нет, давай замок назад. Чем я только думаю? В смысле? Рычаг. Я вообще думала серии взломать и подцепить, вскрыть его как-то. Не знаю, что это за место, но оно запечатано парой стальных люков и скрыто под многометровым слоем земли и снега. В арктической глуши. Я теряюсь в догадках и ощущениях, забытых в далеком детстве.
Все наше общество оплетено страховочными тросами. Вызов скорой по телефону, техника безопасности на рабочем месте, друзья, семья, любимые. Случилась беда, одна из этих сетей обязательно подхватывает тебя, не спасая лишь от самых обыденных эмоций. Как хорошо это видно отсюда, где ничего похожего нет. Снова я чувствую себя школьником, которого окружают старшие дети. И понимаю, что способные помочь люди, друзья, родители, учителя, все они слишком далеко. Сохранение. Здесь можно встретить кого угодно, а героизм лучше оставить для киноактеров и сказочных богатырей. Мне такая правда принесет лишь гибель. Лучше продвигаться осторожно и не отсвечивать в буквальном смысле. Короче, фонарем не пользоваться. Чтобы не выдавать себя, мне стоит почаще перегибаться и оставаться в тени, пока не станет ясна природа угроза. Чтобы пересесть и скрыться в тени, используйте клавишу C. Ла-ла-ла, тополя, мы все это помним. Так, и что это? Локация немножечко похожая, что ли. Здесь собачка, может быть? Сколько же лет этому месту? Здесь только пользовались масляными лампами. Похоже, в этой даже чему гореть. Можно взять? Нельзя. И что, мне прямо так ползать? Фишка в том, что когда я вот так ползала, ему становилось плохо, когда я долго ползаю. Смотрите, у меня экран такой странненький, синенький. А где хоть кто-то есть? Но я кого-то слышала. Не так тяжело, как выглядит, но без защиты сойдет. Кто? Во. Ему плохо, если я вот так сижу. Бочка. Не катись, пугаешься. А куда я вышла? Подождите. Так. Зажигалка вещь полезная, если она заправлена. Это бесспорно. Грубое изображение опаленного, сучащего лапками паука. Я кого-то слышу. Мотки проволоки. Много-много картонных коробок, а ржавых гвоздей в них еще больше. Красная кровь невинных. Да, Ёшкин. Открывайся давай. Складская тара, кажется, для перевозки руды. В ней все еще валяются камни. Опа. О, это сохранение, что ли? О, обезболивающее. Это лечилка, да? Одна нашла, это уже хорошо. Сохранение. Что это за чертовщина? Что со мной? Будто нечто коснулось моей памяти. Надо быть поосторожнее. Это фишка из амнезии. Надо дверь закрывать. Все? Это комната сохранения, типа? Сюда пойдем сохраняться? А вот тут... Закрыто с той стороны. Так значит, там еще кто-то есть. Я слышу тихое бормотание. Слава богу, похоже, я смогу хоть что-то. Я сделала заметку в блокноте на всякий случай. Где ты сделал заметку? Ага. На складе есть запертая дверь. Слушайте, а у нас карта есть? По-моему, нет. Карты, да? Так, нам сюда надо вернуться, найти как... Собака? Собака? А ты ко мне не пойдешь?
Не так не боялся. Сейчас сердце сейчас выскочит. Если эта тварь подойдет слишком близко, лучше на нее не смотреть. Не то зомбиникует, тогда все. Короче, на монстров не смотреть. Правда, она меня, наверное, спалит. Она где-то рядом. Я, конечно, спряталась так себе. Это то место. В некрологе мы, по-моему, что-то похожее проходили. Локация. Ну и где-то есть. Мне надо было сначала... Куча бесполезного хлама. Мне нужно найти место, чтобы спрятаться. Подожди. Мне нужно было осмотреться сначала. А потом уже чекать дверь. Ну откуда ж я знала? Вот сейчас точно здесь. Где-то рядом. Где-то рядом. Падла. И где? Она вот прям рядом. Вот слышу ее слева. Вот она, красотка. Пускай идет. А мы пойдем дальше. Она же одна. Я надеюсь, что она одна. Еще какая-то дверь. Так, я сделал заметку, на всякий случай. Закрытая, да? Да я не понимаю. Ну, хватит тебе психовать. Собачки. А как долго будет проходить это место, интересно? Мне нужно что-то найти, какой-то ключ, чтобы открыть дверь. Мы тут были? А, я тут пришла. Твою налево я ее саграл, да? Если она меня сожрет. Так. Я... Где она там ходит? Я больше ничего не нахожу. А это что? Защита сойдет? Или я тут была? Нет, я здесь не была. Ё-моё. Немножко запуталась. А, была! Вот оно. Она прошла в ту сторону. Где она здесь? Где-то рядом. А здесь? Она с правой стороны где-то. А нет, вот отсюда я пришла. Блин, какую дверь? Я дошла до какой-то двери и решила, что я туда пришла. Вот это вот я помню было. Коридор одинаковый, собак. Вот сюда налево нам надо. Вот сюда налево. Большой деревянный ящик. Вот дверь. Так, что это за место? Сохранение. Вот ключик. Копенгаген, пост, понедельник, 17 августа. Психотропные залежи на дне шахты смерти. Ученые из университета выдвинули предположение, что причиной высокого уровня самоубийств в гренландской шахте стали воздействующие на разум химикаты, природные месторождения которых были найдены при разработке.
Проводившие исследования удаленных поселений, сотрудники университета впервые заинтересовались рабочими северо-западной свинцовой шахты в прошлом году. Они обнаружили, что за последние 100 лет уровень самоубийств в данной области был неестественно высоким даже для Гренландии. 46 смертей на 100 тысяч населения, вместо 29 в среднем по стране. Продолжив исследование, эксперты выявили у многих шахтеров симптомы, характерные для ранней стадии шизофрении. Это открытие позволило выдвинуть теорию наличия в породе естественных скоплений кислоты, которые согласно... Все? А вторая страничка? По последним данным, может вызвать галлюцинации. Местные жители избегали общения с нашим корреспондентом, но нам удалось узнать их объяснение происходящему. В горах, по их словам, живут некие духи. Университет ожидает результатов химических анализов. Исследование продолжается. Короче, какая-то фигня происходила. Я нашла ключик. Так. Это ключик явно от той двери. Да? Здесь у нас сохранчика. Сохраняемся. Человек уже старый. Сжимает что-то, он странный. Однако знаком мне. Я никогда раньше его не видел, но откуда-то знаю, что он Говард. И я называю его отцом. Говард. Сейчас ощущения другие, но в то же время очень схожи. Будто я уже могу управлять, вот только чем. Хороший вопрос. Пиши, машинка. Не, нельзя. Это отсылочка к редику старому. Сохранение через эту. Кстати, сундук. Он за... подождите, не этот ли ключ нужен? Не получится. Да? Химия взрывчатых веществ. Я думала о той двери. Бачевка, черный порох, бакстрин. Бачевку следует покрыть тонким слоем бакстрина, который выступает в качестве связывающего реагента. Затем бачевку аккуратно обкатывают в черном порохе. Перед употреблением шнур надо высушить по меньшей мере в течение 2 минут. Это динамит. Необходимый материал. Карбонат калия. Красный фосфор. Барий. В целях снижения риска получения травм химик должен смешивать компоненты с крайней осторожностью. Частичным или полным суррогатом бария может выступить сера, насколько снижающая чувствительность смеси. Короче, это инструкция. Будем химичить. Я поняла. Химикаты. Обезболивающее. Давай, бери. Бери. Угу. Ого. Вяленое мясо. Нахрена мне вяленая масса? Собачку кормить? С душком. Интересно, это прокатит. Кстати, зажигалка, зипа. Куда ж без зипа? Везде были эти зипы. Реклама зипа. Вяленое мясо. Ее, наверное, отвлечь может, эту собаку. Ну, куда-нибудь кинуть из серии, и она это пойдет. Давайте. Во. Угу. Динамит, 7 штуков, 1 ледоруб, 1 пара очков для чтения. Артефакт, долгое время пробывавший в земле, откроплен в одной из наших рабочих бригад. Артефакт. И здесь артефакт. О, бакстрин, блин, как я его чуть не пропустила. Можно так пропустить, к сожалению. Фотография британского взвода времен Второй мировой. Видимо, эту шахту переделали под бункер.
А как мне ту дверь открыть, интересно? Может пригодится, конечно, пригодится. Вот тут еще. Ну там ничего, да? Ну да, она лежит. Здесь я все вроде скрыла, да? Вот я так пропущу что-нибудь. Короче, ни хрена. Ябакин, ты же сюда не придешь? Еще у нас там дверь где-то посерединке. Хотелось бы туда попасть. Если честно. Вот сюда. Куда собака делась? Рядом. Ну как туда? Здесь взорвать надо? Как-то, да? Бочка. А где она там? Хи. Она где-то рычит, гадина. Нет. Ни туда, ни сюда. Вот как туда попасть? Как туда попасть? Гадина рычит. Я помню, я здесь в некрологе тоже от собачки ходила, бродила, кстати. Я это помню. Давайте вернемся в ту комнату, где была запертая дверца. Я хоть туда иду вообще? Я не помню. Ага. Камушек. Возможно, я тут тоже что-то пропустила-то. Мне надо, короче, сделать какой-то химикат, чтобы что-то взорвать, чтобы куда-то попасть. Вот сюда как попасть? Там кто-то юлозит. Может, ему миска подкинуть? Заперто. Кстати, эту дверь я не пытался, что ли, скрыть? Как интересно. Ну, а здесь все. Никакой банки, склянки я не вижу. Ну, давайте мы тут остановимся. В следующей серии продолжим. Я тут сохранюсь. И будем думать, что делать. Ну. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.